Здравствуйте! Мы опять в студии работаем над деталями нашего портрета. Очень важно быть отдохнувшим для того, чтобы процесс создания произведения искусства давал вам удовольствие. Это примерно как актеры на сцене, которые отдают свою энергию зрительному залу, но в то же время это удовольствие от того, что большое количество людей любит вас, возвращает вам силы. И вот здесь важно получать удовольствие и быть достаточно отдохнувшими, чтобы воспринять это. Так. Здесь надо будет определиться с плечами. Возможно, я поставлю этот портрет на волосы, для того, чтобы нам легче было делать потом форму. Подкручиваем модель. Я смотрю на нее сейчас в 3/4. 3/4 на самом деле самое удобное положение, когда вы видите округлость формы, потому что в анфас или в профиль зачастую вам может казаться, что скульптура вещь плоскостная, которой она, в общем-то, не является. Так, размечаем бровки, носики, губки, подбородочек. В моем случае у модели большой волосяной, большой объем волос. И это все отражается в нашей скульптуре. Вы видите, что до момента от набора массы до начала работы над портретом проходит достаточно много времени. Но чем меньше ваш портрет, тем быстрее вы все это будете делать. Большие объемы подразумевают затрату времени, большую затрату времени. Так, я вижу, что у меня здесь можно чуть-чуть подрезать, углубить. Здесь мы уже внимательно смотрим. Подкручиваем модель.
Стоп. Michelangelo's Pietà is said to be one of the greatest sculptures ever made. Its plasticity was thought at the time to be most convincing, and thereafter it has been regarded as perfect. The facial expression of the Virgin Mary is extremely graceful and melancholic. Michelangelo tricked many people into believing that the Pietà was created with naturalistic proportions. However, if measured, the Virgin Mary is giant when compared to the body of Jesus. One cannot blame Michelangelo for this, as he cared more about the visual impact than the actual size of the body. The figure of the Virgin Mary is bigger than that of Jesus, but because of the angle where the viewer is supposed to see it from, the result is more visually impactful. Безусловно, нам помогает опыт лепки черепа. После того, как вы проработали череп руками, у вас бессознательно записывается этот опыт понимания и круглых объемов, и что лежит под этой кожей. Что кожа натянута на очень конкретные кости. Что это не некие аморфные или непонятные объемы. Смотрим. Здесь у нас. Я отношусь к тем художникам, которые не рисуют. То есть я рисую, но не скульптуру. Скульптуру я всегда леплю. Для меня скульптура очень физический процесс, и он не имеет вообще ничего общего с художественными набросками прекрасного. Поэтому в моем случае, возможно, кто-то любит размечать, что-то рисовать. В моем случае я смотрю всегда по модели, и это непосредственно работа с объемом. Вот что в данном случае имеет значение. Против часовой стрелки крутим модель. Не стесняйтесь обрезать, потому что часто, когда вы хотите поймать форму поточнее, вы долепливаете и долепливаете, долепливаете и долепливаете. И получается очень большой объем, который не нужен. Важна точность, и она может достигнута быть и в малых размерах. Малые размеры, как я и говорила, делать меньше, легче и меньше по времени и меньше по усилиям. Конечно, все зависит от того, какую проработку вы хотите, насколько проработанный будет ваш портрет.
Hello everyone, we're again back in the studio of Christine Koval Post. Hello Christine. Hi Svetlana. Hi. Let's talk today about your tools, materials and collections. Okay. Because I know many of your works in different galleries, museums. I have work in lots of public collections. For example, I was living in the northwest of Britain, so I have works mainly there, which are the Walker Art Gallery in Liverpool, Liverpool University, Manchester City Art Gallery, Birkenhead Art Gallery and Museum, and I also have work in public collections abroad in Germany, not Stuttgart, I've forgotten the name of the gallery actually, it's Villa Merkel in Esslingen. I heard you are quite popular in Germany. I think Germany has a tradition of wood carving and painted wood carvings, so I think it's easy for them to understand my work. In Britain, we had the iconoclasm, which happened during the time of the Reformation with Henry VIII, and he destroyed a lot of the churches in Britain or the monasteries that were actually places where there were lots of carvings, stone carvings and wood carvings, and they were also painted. You know, churches were very bright, colourful places, and they were narrative places. They were places that told stories about Christianity, stories from the Bible. And you are a member of the RBS, yes, the Royal British Society of Sculptors. Yeah. And also the Royal Cambrian Academy, which is the Welsh equivalent of the Royal Academy in England. So yes, I'm members of those two societies. Let's talk about your tools. Okay, so I think we're going to have a demonstration later of me working on a log of wood so that you can all see how the sculpture is formed. So these are my mallets, and you can see which one I use most. This is my favourite. So I use this one a lot, and it's yes, my trusty old mallet, which is basically a hammer. No. This is beech wood, and this one I think is it's either, I don't think that is oak. No, I'm not really, to tell the truth, I'm not really sure what it is, but it's very hard wood. It's very heavy. Feel it. Yeah, because once you mentioned there are soft and hard wood. Yeah. So for this particular this is tool, softer than this one. This is much harder. Yeah, this is much harder. In fact, I think it's something called green heart, which is a tropical wood, and it's very, very tough and heavy. But you need that weight when you are when the hammer or the mallet meets the wooden handle of the chisel. So this is one of my favourite chisels. It doesn't look very attractive. You can see the handle is split several times, so I have to keep wrapping stuff around it. I have about 40 chisels, 50 chisels, maybe more, but these are the chisels that I use all the time. In fact, I will probably use to carve a piece 3 chisels at the most. So that's my favourite, and that's my favourite, and this one possibly. So this is called flat chisel, and you can see that it doesn't really matter what the chisels look like. I've seen African carvers who carve with bits of old metal, but the important thing is that it's very, very sharp. So you can see me removing bits of my thumbnail there. That is razor sharp. And the thing about a carving chisel is this is called a bevel, and it's beveled on both sides. So a carpenter will use a chisel, but he'll have it beveled just on one side. So this is a wood carving
flat chisel. This one is the same. It's very, very sharp. Do you want to feel just very gently there? Wow. Yeah, it is It's like razor blade, sharp. It is, yeah. yeah. And then we've got the gouges. This is a gouge, and you can see it has that nice curve on it. There are others that you can get very deeply curved, but I prefer one that's got more of a shallow curve because you can actually draw with the chisel. And this one has less of a gouge, less of a curve. This one here is called a parting tool, and it has a distinctive V shape here, and it's called a parting tool for obvious reasons. So you can make that nice V shape in the timber. And so you would, if you're right-handed, you traditionally hold the mallet in your right hand and you hold the chisel like a dagger. You hold it in your left hand, and also you don't have to go at it really hammer and tongs. You know, people say, oh, you know, it must be so tiring and you have to be really muscly, and you don't actually. It's very, you get into a rhythm, and it's a very nice sound. It's very low tech, and it's quite therapeutic actually. It's quite meditative when you've done all the thinking part of it. So those are my chisels. You can use smaller chisels as well, and also you can use a chisel just like this, you know, just by pushing into the wood. But unlike stone carving, where you're striking the stone with a wood carving chisel, you're going in and out, and you're scooping the wood out. And that's why lime wood is such a great material, because it's relatively soft and it doesn't have a grain, so you don't have to go in one direction. You can go in any direction with lime wood. That's the great thing about it. So as I say, very very low tech, very laborious, but very enjoyable. Good. And not many women doing it. In fact, not many men these days either. Yeah, I think there are fewer people wood carving than ever. But strangely enough, I heard so many times also, like, why women and the sculptures, but I think I know the answer. Because you have a statement, you have something to tell. Yes. And to tell it through visual art. Yes. Through your sculptures. That's right, yes. My sculptures are mostly narrative, so I have a story to tell. I want to tell stories with my work, but I want to, I think in some ways they invite people in to look at them, because I want to make very strong images, and the colour is a way of drawing people into the images. But then there's something else there to have a look at. There's perhaps something else that people realise I want to say with the work. Sometimes I saw many artists who adds this narrative, these stories, but in your art I can feel a story, but as I saw before, you are not adding any story by writing. No. You mean it with this strong visual message. And for example, when I look at it, I have whole story in my head. That's good, because I don't want to tell you my story. I want you to be able to tell your own story, because as human beings we all have more or less the same experiences, and you should be able to look at my pieces and recognise something of yourself. Обрезайте все лишнее.
Пластилин опять-таки каменеет, зачастую, чтобы его хорошо прилепить, можно использовать молоток. Им по-прежнему можно использовать вот эти палочки. Вообще хорошо иметь хороший каркас. Каркас — это основа и начало всего. Видите, масса постепенно уходит назад. Даже в начальном наброске уже обычно угадываются характерные черты именно этой модели. Подкручиваем модель. Стоп, смотрим. Если вам тяжело крутить пластилин, вы можете его резать. Скульптура — техника, требующая физических усилий. Так как мы используем скульптурный пластилин, этот пластилин, конечно, очень твердый. И это хорошо, потому что вы увидите, как эта небольшая ножка сможет держать большую массу. Потому что масса головы, несмотря на то, что мы сделали ее полой, добавив палочки и накрутив там проволоку, она по-прежнему будет большой. Так, смотрим, что у нас с глазами. Я вижу, что глаза у меня можно углубить,
В этом преимущество алюминиевого каркаса, что он легко поддается коррекции. Постепенно наша масса начинает получать все больше и больше человеческих черт. Так, смотрим. Смотрим в анфас. Смотрим в анфас. Стоп. Над общей структурой. Так, тут пошли волосы. Когда вы делаете портрет, часто вы не будете видеть ушей, но это не значит, что их не надо намечать, потому что ухо – важная часть портрета. Для того, чтобы масса была полной, вы должны хорошо представлять, где находится ухо. При работе с волосами и композицией, по сути, это ваше решение, как вы решите изменить композицию волос. Я начинаю брать другие инструменты для того, чтобы более продуктивно находить форму, выкристаллизовывать эту форму из массы, которая была набрана. Я ищу для себя композицию, как я хочу ее волосы, как они тут лягут, как они помогут моему портрету. На этом этапе мы уже пользуемся всеми инструментами и ищем общую композицию головы. Обычно ваша работа сама будет всегда подсказывать. Главное внимательно смотреть. В искусстве очень важен инстинкт. Вы должны следовать своей интуиции для того, чтобы ваши работы были хорошими. Потому что это ваш инстинкт художника. Работать с живыми моделями правильно и приятно. Чего бы это ни касалось, рисунка, лепки. Художник, он наблюдает за жизнью. Притом это касается не только малых вещей, но это касается и общей философии в общем. Общих понятий. Фактически то, что делаю я, оно приравнено к ее размеру. То есть я делаю в реальный размер. Мне кажется, что на начальном особенно этапе это правильно. Если вы будете делать реальный размер,
Возможно, вам будет проще замерять какие-то вещи, понимать, из чего и как оно состоит, и как оно устроено. Вы всегда можете подойти, потрогать модель и замерить, сравнить свои размеры с ее размерами. Я намечаю волосы, смотрю с большими массами.